Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Сегодня расскажу вам, как напечатать 3D-модель по технологии SLA на 3D-принтере Form 2. Прежде всего, нам необходимо спроектировать модель. Спроектировать модель можно в таких программах, как SolidWorks или AutoCAD. Перед тем, как отправить модель на печать, необходимо открыть ее в программе для подготовки к 3D-печати, так называемом слайсере. Необходимый слайсер для данного принтера называется Preform. Скачать его можно с официального сайта, ссылка в описании. На панели снизу можно выбрать вид и версию полимера. Это необходимо сделать перед тем, как настраивать саму модель, потому что дальнейшие настройки зависят от вида полимера. Также есть возможность установить толщину слоя. Чем тоньше слой, тем больше слоев и, соответственно, дольше время печати. Перед нами появилась проекция рабочего объема, в котором будет печататься модель. Обозначены стороны. Фронт – это передняя грань, ближняя к лицевой части. Wipe side – это грань со стороны стеклоочистителя. Открываем модель в формате STL. На панели слева можно нажать автоматическую настройку. Кнопка One Click Print в виде волшебной палочки. Preform полностью подготовит модель к печати. Он задаст ориентацию в пространстве и установит поддержки. Если вас не устраивает результат, то можно еще раз нажать на кнопку «Печать в один клик» и настройки поменяются. Но также есть возможность самостоятельных настроек. Есть меню, где можно отмасштабировать. Также при помощи стрелочки на модели. Можно изменить ориентацию в пространстве по 3 осям с помощью кнопок. Можно при помощи спроецированных осей на самой модели. Пожалуй, самая важная настройка – это построение поддержек. Поддержки нужны для того, чтобы модель печаталась без провисаний и усадок. В большинстве случаев автоматически Preform создает слишком много поддержек, и часто требуется корректировка. Если же модель небольших размеров, как эта, то рекомендую выставлять их вручную, с учетом сложности постобработки. Можно поэкспериментировать с ориентацией модели в пространстве. Нажимаем Clear, и слайсер все очистит. Красная зона – это места, в которых требуются поддержки. Ставим точку, и в этом месте будет выращена поддержка. Таким образом, необходимо избавиться от всех красных зон с минимальным количеством точек. Генерируем поддержки с помощью кнопки Apply. Могут остаться красные зоны. В принципе, не критично, но следует иметь в виду, что здесь могут быть проблемы во время печати. Еще одна функция – это расположение на площадке, вручную и с помощью кнопки Layout All. Это полезно, когда нам необходимо модель размножить и расположить в пространстве равномерно. Можно настроить отступы между копиями. На нижней панели указано расчетное время и объем необходимого полимера. Модель готова к печати. Далее необходимо включить принтер. Время следует бронировать на 20% больше расчетного, поскольку нужно время для нагрева полимера. Учитывайте, что отключение принтера раньше завершения печати приведет к тому, что модель понадобится печатать заново. После включения принтера нужно отправить модель на печать. Нажимаем на желтую кнопку Start a Print, далее Upload Job, и модель загрузилась на принтер.
В случае, если Preform не видит принтер или пишет, что он не подключен, то сперва необходимо проверить, активировали ли вы принтер. Если принтер работает, то нажимаем на него. Далее Add Printer и вводим IP-адрес принтера. IP-адрес принтера можно посмотреть в самом принтере. Нажимаем на нижнюю левую кнопку и вот он. В случае, если Preform не видит принтер, то необходимо нажать Please Select a Printer. Далее все то же самое. После того, как отправили модель на печать, она отобразится на дисплее принтера. Если в принтере изначально установлен не тот полимер, который вам нужен, то для его смены необходимо позвать администратора. Далее нажимаем Print Now. Теперь необходимо проверить наличие платформы построения. Открыть клапан и нажать Confirm. Дальше ничего делать не нужно. Полимер нагреется до необходимой температуры и печать начнется. После завершения печати необходимо открыть крышку и снять платформу построения. Теперь модель нужно промыть в изопропиловом спирте. Две емкости со спиртом стоят слева от принтера. Левая для черновой и правая для чистовой обработки соответственно. При работе с изопропиловым спиртом руки должны быть защищены виниловыми перчатками. Необходимо поднять платформу для промывки и закрепить на углу емкости, чтобы при отделении от платформы модель не упала сразу в спирт и не создала брызг. Отделяем модель от платформы шпателем, который можно взять на 5С доске. В каждой емкости модель должна находиться не менее 10 минут. Также можно пинцетом с 5С доски взяться за подложку и немного прополоскать в спирте для лучшей очистки. Затем 10 минут в чистовой промывке. Далее модель необходимо отправить в ультрафиолетовую сушку для окончательного затвердения. В зависимости от вида фотополимера модели должны облучаться разное количество времени.